1 апреля 1951 года, когда большая часть Советского Союза еще не проснулась, в десятках городов и сел западных республик началась одна из самых масштабных конфессиональных депортаций в истории СССР. Операция получила кодовое название «Север». За одни сутки из родных домов были изгнаны тысячи людей. Их преступление заключалось не в том, что они совершили, а в том, во что они верили. Это история о том, как государственная машина обрушилась на мирных верующих, чьи религиозные убеждения власть сочла угрозой для советского строя. Это история о противостоянии веры и тоталитарной системы. И это история о том, как репрессии, задуманные для уничтожения религиозного движения, привели к совершенно противоположным результатам. Глава 1. Кто такие свидетели Иеговы? Чтобы понять, почему советская власть с таким ожесточением обрушилась на эту религиозную группу, нужно сначала разобраться, кем были эти люди и во что они верили. История свидетелей Иеговы началась в конце XIX века в Соединенных Штатах Америки. Основателем движения стал Чарльз Тейс Рассел, сын торговца тканями из Питтсбурга. Не приняв традиционное пресвитерианское учение о предопределении и вечных муках, Рассел в 70-е годы XIX века начал собственное изучение Библии. Так возникло движение исследователей Библии. Рассел и его последователи создали собственную интерпретацию христианского вероучения. Они отвергли догмат о Троице, считая, что Бог един, и это Иегова. Христос, по их учению, не является Богом, а лишь высшее творение, архангел Михаил. Они верили в близкий конец света, в битву Армагеддон, после которой наступит тысячелетнее Царство Божие на земле. Но главное, что выделяло свидетелей Иеговы среди других религиозных групп, это их абсолютный пацифизм и отказ от участия в политической жизни. Они считали, что все земные правительства находятся под влиянием сатаны, и истинный христианин не должен вмешиваться в политику, не должен брать в руки оружие, не должен участвовать в войнах, какими бы справедливыми они ни казались. После смерти Рассела в 1916 году движение возглавил Джозеф Рутерфорд. Именно при нем организация приобрела современный вид. В 1931 году последователи приняли название свидетелей Иеговы, основываясь на словах из книги пророка Исаии: «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал». Рутерфорд создал жесткую иерархическую структуру организации. Если при Расселе старейшины избирались самими собраниями, то теперь их назначало центральное руководство в Бруклине. Демократия сменилась тем, что сами свидетели называли теократическим правлением, властью Бога, осуществляемой через избранных руководителей. Основной деятельностью свидетелей Иеговы стало распространение своего учения. Каждый верующий считал своим долгом проповедовать, ходить по домам с журналами «Сторожевая башня» и «Пробудитесь», рассказывать людям о близком конце света и о Царстве Божьем. Эта миссионерская активность была не просто рекомендацией, а обязанностью каждого члена организации. К концу 30-х годов XX века свидетели Иеговы были известны по всему миру. Особенно сильны их общины были в США, Канаде и Европе. Но именно в Европе их ждало первое серьезное испытание. Глава 2. Гитлер против свидетелей Иеговы. Приход нацистов к власти в Германии стал трагедией для многих, но свидетели Иеговы столкнулись с репрессиями одними из первых. Причина была проста. Они категорически отказывались произносить «Хайль Гитлер», не признавали фюрера, не хотели служить в армии и участвовать в производстве вооружений. Для тоталитарного режима это было неприемлемо. Нацистская идеология требовала полного подчинения, безоговорочной преданности государству и фюреру. А тут люди, которые открыто заявляли, что их верность принадлежит только Богу, а не земной власти.
С 1933 по 1945 год свидетели Иеговы в Германии были запрещены. В нацистской Германии их называли бибельфоршер, исследователи Библии. Тысячи верующих были арестованы и отправлены в концентрационные лагеря. В лагерях они носили особые опознавательные знаки – фиолетовые треугольники. Что поразительно, даже в концлагерях многие свидетели Иеговы не отрекались от своей веры. Им предлагали подписать отречение, обещая немедленное освобождение. Достаточно было поставить подпись под бумагой, где говорилось, что человек отказывается от своих религиозных убеждений. Но многие отказывались. По разным оценкам, в период нацистских преследований погибли от 2 до 5 тысяч немецких свидетелей Иеговы. Эта стойкость произвела впечатление даже на других узников концлагерей. Советские военнопленные, попавшие в немецкий плен, встречали там свидетелей Иеговы и становились свидетелями их непоколебимой веры. Некоторые из этих советских граждан позже, вернувшись на родину, заинтересовались этим вероучением. Но основной приток свидетелей Иеговы в СССР произошел совсем по другой причине. Глава 3. Как свидетели Иеговы оказались в СССР. До 1939 года в Советском Союзе свидетелей Иеговы практически не было. Эта религиозная организация развивалась в основном в странах с протестантской традицией. Но в 1939-1940 годах ситуация резко изменилась. По пакту Молотова-Риббентропа к СССР были присоединены обширные территории: Западная Украина, Западная Белоруссия, Бессарабия, Северная Буковина, страны Прибалтики, Эстония, Латвия, Литва. Вместе с этими землями в состав Советского Союза вошли и десятки тысяч новых граждан, среди которых были и свидетели Иеговы. В 20-е и 30-е годы в этих регионах, особенно на территории Польши и Румынии, активно действовали миссионеры из Бруклина. Здесь были созданы крупные общины. По данным самой организации, к 1946 году в СССР насчитывалось около 5000 активных свидетелей Иеговы, большинство из которых проживали в западных областях Украины и в Молдавии. Для советской власти эти люди сразу стали проблемой. Они отказывались вступать в комсомол и коммунистическую партию. Не разрешали своим детям становиться пионерами. Категорически отказывались служить в Красной армии, ссылаясь на религиозные убеждения. Не участвовали в голосовании и других политических мероприятиях. Но самое главное, они имели связи с Международным центром в Нью-Йорке, в стране, которая для СССР становилась главным идеологическим противником. В условиях начинающейся холодной войны это выглядело особенно подозрительно. С точки зрения советской власти, свидетели Иеговы представляли собой идеальный образ врага. Религиозная секта, управляемая из-за океана, отказывающаяся признавать советскую власть и распространяющая антисоветскую пропаганду под видом религиозной проповеди. Органы госбезопасности начали активную работу против этой организации. В собрания внедрялись агенты. Проводились аресты руководителей и активистов. Изымались подпольные типографии, где печатались религиозные материалы. С 1947 по 1950 год было арестовано более 1000 активистов, изъято 5 подпольных типографий и свыше 35 тысяч экземпляров религиозной литературы. Но несмотря на все эти меры, организация продолжала существовать и даже расти. Аресты не останавливали проповедническую деятельность. На место арестованных приходили новые активисты. Люди продолжали собираться на тайные собрания, изучать Библию, распространять литературу. В 1949 году была проведена первая крупная депортация. Операция «Юг» затронула Молдавскую ССР. Около 5000 свидетелей Иеговы были высланы в Казахстан. Но даже это не принесло ожидаемого результата. Глава 4.
Рождение операции «Север». Министр государственной безопасности СССР Виктор Абакумов был человеком жестким и решительным. Он прекрасно понимал, что частичные меры не работают. Нужно было решать проблему радикально. 30 мая 1950 года Абакумов направил Сталину официальную записку. В ней он изложил план массовой депортации свидетелей Иеговы в Сибирь. Сталин одобрил идею в принципе, и было решено провести операцию в марте-апреле 1951 года. Следующие месяцы ушли на подготовку. Органы госбезопасности составляли списки. В каждой западной республике работали специальные группы, выявлявшие членов организации. Использовались данные агентурной разработки, донесения информаторов, протоколы допросов арестованных. 19 февраля 1951 года Абакумов направил Сталину развернутую докладную записку. Документ носил гриф «Совершенно секретно» и назывался «О необходимости выселения из западных областей Украины и Белоруссии, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР участников антисоветской секты иеговистов и членов их семей». В записке министр госбезопасности подробно обосновывал необходимость депортации. Он писал о том, что аресты активистов не дают результата, что организация продолжает расти, что свидетели Иеговы распространяют антисоветскую пропаганду и представляют угрозу для советского государства. Депортировать предлагалось не только самих верующих, но и членов их семей, жен, детей, стариков. Местом ссылки были выбраны Иркутская и Томская области, глухая сибирская тайга, где в суровых климатических условиях людям было бы не до религиозной пропаганды. Выселение предполагалось провести навечно. К записке был приложен проект постановления Совета министров СССР. Любопытная деталь: депортация уже была согласована с секретарями центральных комитетов Компартии республик. Среди тех, кто одобрил эту меру, был и первый секретарь ЦК Компартии Молдавии Леонид Ильич Брежнев, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС. 3 марта 1951 года Сталин подписал постановление номер 667/339 с грифом «Совершенно секретно». Документ предписывал выселение произвести навечно в Иркутскую и Томскую области. Депортируемым разрешалось взять с собой до 1500 килограммов имущества на семью. Все остальное подлежало конфискации в пользу государства. Операция получила кодовое название «Север». На Украине ее называли «Тройка», поскольку там одновременно со свидетелями Иеговы депортировали также кулаков и так называемых андерсовцев, бывших солдат армии Андерса. Началась финальная стадия подготовки. По всем западным республикам пошли секретные телеграммы. Местным органам госбезопасности были направлены списки, инструкции, графики. Готовились товарные вагоны, составлялись маршруты следования эшелонов. 25 марта 1951 года министр госбезопасности Молдавской ССР генерал-майор Мисуров утвердил списки для депортации. В них вошли люди из 14 районов республики, преимущественно северных. Всего к выселению было намечено 2684 человека, из них 790 – дети. Обычные люди, жившие своей обычной жизнью, не подозревали о том, что их ждет. Они работали в колхозах, растили детей, ходили на тайные собрания, молились. И не знали, что в кабинетах уже подписаны их приговоры. Глава 5. Одна ночь, изменившая тысячи судеб. 1 апреля 1951 года. Воскресенье. Во многих странах это день шуток и розыгрышей. Но для тысяч советских граждан этот день стал началом личной трагедии. Операция началась рано утром, а где-то даже ночью в 4 часа. По всем западным республикам СССР одновременно, по единому плану, начали действовать оперативные группы МГБ.
Картина везде была примерно одинаковой. Стук в дверь среди ночи или ранним утром. На пороге сотрудники госбезопасности, милиционеры, иногда представители местной власти. Зачитывается постановление о выселении. Семье дается 2 часа на сборы. Представьте себе эту сцену. Глубокая ночь. В дом врываются люди в форме. Они говорят, что через 2 часа вся семья должна быть готова к отъезду. Навсегда. Куда — не говорят. На какой срок — тоже неизвестно. Взять можно лишь самое необходимое. 2 часа на то, чтобы собрать вещи для всей семьи. На то, чтобы решить, что взять с собой в неизвестность: одежду, постельное белье, посуду, инструменты, продукты. Что оставить, зная, что это уже никогда не увидишь. 2 часа, чтобы попрощаться с домом, где родился, где прошла жизнь, где похоронены предки. Дети просыпаются от шума и плача. Старики не понимают, что происходит. Кто-то пытается протестовать, кто-то молча собирает вещи. Кто-то молится. Разрешалось взять 150 килограммов вещей на семью. Для большой семьи это ничтожно мало. Приходилось выбирать самое необходимое. Теплую одежду, ведь везут куда-то на север. Еду, неизвестно, когда удастся нормально поесть. Инструменты, надо будет как-то устраиваться на новом месте. Все остальное имущество конфисковывалось. Дом, хозяйственные постройки, скот, инвентарь, мебель, посуда — все это отбиралось в пользу государства. Иногда соседи сразу же после увоза семьи врывались в опустевший дом и разбирали оставленное имущество. Операцию проводили молниеносно и одновременно по всей территории. Это было необходимо, чтобы люди не успели предупредить друг друга, скрыться или спрятать имущество. В Молдавской ССР операция началась в 4 утра и закончилась к 8 вечера того же дня. За 16 часов были депортированы 2724 человека, в том числе 846 детей. На Украине операция прошла 8 апреля. Здесь масштаб был еще больше. За одни сутки выселили 6271 человек. В Белоруссии, Прибалтийских республиках, операция также прошла в начале апреля. Везде одна и та же картина. Ночные аресты, спешные сборы, плач детей, увоз в неизвестность. Людей везли на грузовиках к железнодорожным станциям. Там уже стояли товарные вагоны, приспособленные для перевозки людей. Те самые телячьи вагоны, в которых когда-то везли раскулаченных, в которых везли на фронт солдат, в которых везли в концлагеря военнопленных. В каждый вагон загружали по 20-30 человек. Вагоны закрывались снаружи. Внутри деревянные нары, небольшое окошко под потолком, параша в углу. Эшелоны формировались и один за другим отправлялись на восток. Всего в ходе операции «Север» было депортировано 8576 человек из 3048 семей. Из них 6140 человек из Украинской ССР, 394 человека из Белорусской ССР, 1675 человек из Молдавской ССР, 52 человека из Латвийской ССР, 76 человек из Литовской ССР, 250 человек из Эстонской ССР. Среди депортированных были мужчины и женщины, старики и младенцы, здоровые и больные. Были беременные женщины, которые родили прямо в дороге в товарных вагонах. Были инвалиды, которых несли на руках. Было немало детей, чьи родители не были свидетелями Иеговы, но которых выслали вместе с семьями. Были случаи, когда к свидетелям Иеговы причисляли людей по ошибке или по доносу недоброжелателей. Глава 6. Дорога в никуда. Путь из западных областей СССР в Сибирь занимал от 3 до 4 недель. Это был путь, который многие не забудут до конца жизни. Условия в товарных вагонах были тяжелейшими. Теснота, духота, антисанитария. Люди спали на деревянных нарах,
практически друг на друге. Параша в углу вагона, которая переполнялась и источала зловоние. Маленькое окошко под потолком, через которое едва поступал свежий воздух. Кормили скудно: хлеб, баланда, иногда сушеная рыба. Воды не хватало. На станциях вагоны открывали на короткое время, чтобы люди могли справить нужду, набрать воды, подышать свежим воздухом. Но эти остановки были редкими и короткими. В вагонах рождались дети и умирали старики. Умерших выносили на очередной станции и хоронили где-то там, на неизвестных могилах. Многие заболевали: простуда, кишечные инфекции, истощение. Медицинской помощи практически не было. Но что удивительно, даже в этих условиях люди не теряли присутствие духа. Свидетели Иеговы молились, пели религиозные песни, поддерживали друг друга. Старшие утешали младших, сильные помогали слабым. Религиозная вера была для них источником силы. Одна из депортированных, Клаудия Числински, написала заявление руководителю эшелона с просьбой отправить ее в Сибирь вместе с мужем. Они поженились в феврале 1951 года, незадолго до депортации. Муж был активистом свидетелей Иеговы и попал в списки на выселение. Клаудия могла остаться, но предпочла разделить судьбу своего мужа. Таких историй было много. Истории о верности, о любви, о самопожертвовании. Истории о том, как люди в нечеловеческих условиях оставались людьми. Эшелоны двигались на восток. Через Украину, через Центральную Россию, через Урал, через Западную Сибирь. С каждым днем становилось все холоднее. Весна в Сибири наступает поздно, и апрельские морозы были суровыми. Наконец, через 3-4 недели пути эшелоны прибывали к месту назначения. Иркутская и Томская области. Глухая тайга, редкие поселки, лагеря спецпереселенцев. Места, где зимой температура опускается до -40, где полгода лежит снег, где ближайший город в сотнях километров. Здесь, в этих суровых краях, депортированным предстояло начать новую жизнь. Глава 7. Жизнь в Сибири. Депортированных свидетелей Иеговы расселяли по спецпоселениям. Это были отдельные поселки или части существующих населенных пунктов, где жили спецпереселенцы под надзором спецкомендатур НКВД. Режим спецпоселения означал множество ограничений. Нельзя было покидать установленную территорию без разрешения коменданта. Нужно было регулярно отмечаться в комендатуре. За нарушение режима грозила уголовная ответственность. Людей направляли на работу, на лесозаготовки, на строительство, в колхозы. Работа была тяжелой, условия суровыми. Многие из депортированных были жителями теплых регионов – Молдавии, Западной Украины. Они никогда не видели таких морозов, такой тайги, таких условий жизни. Жилищные условия были чудовищными. Часто людей селили в бараках, длинных деревянных строениях без удобств, с общими нарами или, в лучшем случае, с деревянными перегородками между семьями. Отапливались бараки печками-буржуйками, которые давали мало тепла. Зимой внутри было почти так же холодно, как на улице. Питание было скудным. Продукты выдавались по карточкам, их вечно не хватало. Приходилось выживать, как умели, собирать ягоды и грибы в тайге, ловить рыбу, если поблизости была река, выращивать овощи на маленьких огородах. Многие болели и умирали. Особенно тяжело приходилось старикам и маленьким детям. Они не могли адаптироваться к суровому климату, к тяжелым условиям, к плохому питанию. По разным оценкам, в первые годы после депортации умерло от 10 до 15% высланных. Но даже в этих условиях свидетели Иеговы не отказывались от своей веры. Наоборот, вера помогала им выживать. Они продолжали собираться тайно, изучать Библию, молиться. Это было опасно. За религиозную деятельность грозил новый арест, лагерь. Но люди шли на этот риск. Более того, они продолжали проповедовать.
Среди местного населения, среди других спецпереселенцев, даже среди охранников и представителей власти. И находились люди, которые прислушивались, заинтересовывались, принимали их веру. Так осуществлялось то, чего никак не ожидала советская власть. Депортация, задуманная для изоляции и уничтожения религиозного движения, привела к его распространению. В Сибири, где раньше свидетелей Иеговы почти не было, начали возникать новые общины. Историк Константин Бережко позже напишет, что операция «Север» привела к обратным результатам. Вместо уничтожения организации произошло распространение вероучения сначала в Сибири, а затем по всему Советскому Союзу. Дети, родившиеся в ссылке, вырастали в вере своих родителей. Молодые люди вступали в брак друг с другом, образовывались новые семьи. Жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Между депортированными сохранялись связи. Они писали друг другу письма, передавали приветы через знакомых. Поддерживали связь с теми, кто остался на родине. Сохраняли связь с Международным центром в Бруклине, насколько это было возможно. Власти пытались контролировать, преследовали активистов, но остановить это движение было невозможно. Слишком сильной была вера этих людей. Слишком сильной была их уверенность в правоте своего дела. Глава 8. Смерть Сталина и оттепель. 5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Его смерть стала переломным моментом для всей страны. Начиналась новая эпоха, которую позже назовут оттепелью. Для миллионов репрессированных смерть Сталина означала надежду. Надежду на освобождение, на возвращение домой, на реабилитацию. И эти надежды начали сбываться. Уже в 1954 году началась постепенная ликвидация системы спецпоселений. Сначала были освобождены некоторые категории спецпереселенцев. Затем другие. Процесс шел медленно, бюрократически сложно, но он шел. Для депортированных свидетелей Иеговы этот процесс начался в 1956 году. 26 мая 1956 года вышло постановление, которое освобождало от спецпоселения членов религиозной секты иеговисты. Правда, освобождение касалось не всех, только тех, кто отрекся от своей веры. Но многие написали требуемые расписки, и по формальным основаниям власти вынуждены были их отпустить. Однако вернуться в родные места было непросто. Во-первых, дома были конфискованы, проданы или отданы другим людям. Во-вторых, в западных республиках по-прежнему продолжались репрессии против свидетелей Иеговы. Многие предпочли остаться в Сибири, где уже как-то обустроились, где родились дети, где возникли новые общины. Те, кто все же решился вернуться, столкнулись с множеством проблем. Нужно было доказывать свое право на жилье, восстанавливать документы, искать работу. Многие обнаруживали, что их дома заняты, имущество разворовано, а сами они считаются врагами народа. Лишь в 1965 году был издан указ Президиума Верховного Совета СССР, который снял ограничения с бывших спецпереселенцев из числа свидетелей Иеговы. Теперь они могли свободно выбирать место жительства и род занятий. Но реабилитированы они не были. Депортация 1951 года не была признана незаконной. Конфискованное имущество не возвращалось. Полная реабилитация пришла только в 90-е годы, после распада Советского Союза. В независимых государствах – Украине, Молдове, странах Прибалтики – были приняты законы о реабилитации жертв политических репрессий. Депортация 1951 года была признана незаконной. Людям выдавались справки о реабилитации. Но никакая реабилитация не могла вернуть потерянные годы, не могла воскресить умерших, не могла залечить душевные раны. Травма депортации осталась с этими людьми навсегда. Глава 9. Свидетели Иеговы после Сталина. Парадоксально,
Но репрессии не уничтожили движение свидетелей Иеговы в СССР. Наоборот, после смерти Сталина организация начала расти. В 50-е и 60-е годы в условиях относительной оттепели свидетели Иеговы активизировали свою деятельность. Они уже не сидели тихо, опасаясь арестов. Они открыто проповедовали, распространяли литературу, создавали новые общины. Организация проникла в центральные области России, в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию. Если в 1946 году в СССР было около 5000 свидетелей Иеговы, то к концу 80-х годов их число выросло до 40-50 тысяч человек. Власти продолжали преследовать организацию. Проводились аресты, суды, заключения в тюрьмы и психиатрические больницы. Но масштаб репрессий уже не был таким, как при Сталине. Времена массовых депортаций ушли в прошлое. Свидетели Иеговы научились действовать в подполье. У них была четкая организационная структура, система конспирации, способы связи. Литература печаталась на подпольных печатных машинках и размножалась, передавалась из рук в руки. Собрания проводились тайно, в частных домах, в лесу, в удаленных местах. Особую роль играли международные связи. Несмотря на железный занавес, свидетели Иеговы поддерживали контакт с центром в Бруклине. Через туристов, через дипломатов, через тайные каналы в СССР проникала религиозная литература, журналы, брошюры, Библии. Эта литература была важнейшим ресурсом для верующих. Власти пытались бороться с этим потоком. На границе изымались религиозные материалы. Людей, которых ловили с такой литературой, привлекали к ответственности. Но остановить это было невозможно. С началом перестройки в 80-х годах ситуация начала меняться. Горбачевская политика гласности и демократизации коснулась и религиозной сферы. Постепенно ослабевали ограничения на деятельность религиозных организаций. 27 марта 1991 года свидетели Иеговы были официально зарегистрированы в СССР. Впервые за всю историю они получили легальный статус. Могли открыто проповедовать, издавать литературу, строить залы царства, свои молитвенные дома. После распада СССР в 1991 году свидетели Иеговы были зарегистрированы во всех независимых государствах постсоветского пространства. Началась новая эра в истории организации. Теперь они могли действовать открыто, без страха репрессий. К началу 2000-х годов число свидетелей Иеговы на постсоветском пространстве выросло до нескольких сотен тысяч человек. В России их было около 150 тысяч, на Украине – более 100 тысяч, в других странах – десятки тысяч. Правда, в 2017 году в России деятельность свидетелей Иеговы была снова запрещена. Верховный суд признал организацию экстремистской. Начались новые преследования, аресты, обыски. История как будто повторялась. Но это уже совсем другая история. История, которая показывает, что противостояние между государством и религией, между властью и свободой совести продолжается до сих пор. Глава 10. Уроки операции «Север». Что мы можем вынести из этой истории? Какие уроки дает нам операция «Север»? Первый и самый очевидный урок – это урок о бессмысленности репрессий против веры. Сталинская власть надеялась, что, выселив свидетелей Иеговы в Сибирь, изолировав их от остального населения, она уничтожит эту религиозную организацию. Но произошло прямо противоположное. Депортация привела к распространению вероучения, к росту организации, к появлению новых общин. Почему так произошло? Потому что невозможно уничтожить идею физическими репрессиями. Можно арестовать человека, можно выселить его на край света, можно даже убить. Но нельзя убить его веру. Нельзя запретить ему думать, верить, надеяться. Более того, репрессии часто дают обратный эффект. Они привлекают внимание к преследуемым, вызывают сочувствие, интерес.
Люди начинают задумываться, если власть так боится этих верующих, если она так жестоко с ними расправляется, может быть, в их учении есть что-то важное? Может быть, они правы? Второй урок о стойкости человеческого духа. История свидетелей Иеговы – это история о людях, которые в нечеловеческих условиях остались верны своим убеждениям. Они пережили депортацию, ссылку, холод, голод, унижение и не отреклись от своей веры. Они продолжали молиться, проповедовать, поддерживать друг друга. Можно по-разному относиться к вероучению свидетелей Иеговы. Можно не разделять их взглядов, не соглашаться с их интерпретацией Библии. Но нельзя не признать их мужество, их стойкость, их верность своим принципам. Третий урок о цене тоталитаризма. Операция «Север» — это лишь один эпизод в длинной цепи сталинских репрессий. Но каждый такой эпизод — это тысячи разрушенных судеб, тысячи трагедий, тысячи смертей. Депортация 1951 года унесла жизни сотен людей. Умерли старики, не выдержавшие дороги. Умерли дети от голода и болезней. Умерли взрослые от непосильного труда и отчаяния. Сколько семей было разрушено? Сколько детей осиротело? Сколько судеб было сломано? И все это во имя чего? Во имя борьбы с врагами народа, которыми оказались мирные верующие. Во имя укрепления советской власти, которая боялась людей, отказывавшихся присягать ей на верность. Во имя идеологии, которая не терпела инакомыслия. Четвертый урок о важности памяти. Операция «Север» долгое время была забыта. О ней не писали в учебниках истории, не рассказывали в школах. Лишь в 90-е годы, когда открылись архивы, когда люди получили возможность свободно говорить, эта история начала выходить на свет. Важно помнить о таких событиях. Важно знать, что было в нашей истории не только героическое и светлое, но и темное, страшное. Важно помнить о жертвах репрессий, не только о тех, кто погиб в лагерях и тюрьмах, но и о тех, кто был выслан, лишен дома и родины. Память о репрессиях – это память о том, к чему приводит беззаконие, произвол, пренебрежение правами человека. Это предостережение для будущих поколений. Пятый урок о свободе совести. В основе преследования свидетелей Иеговы лежало нарушение одного из фундаментальных прав человека – право на свободу совести, право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Советская власть считала, что она имеет право решать, во что люди должны верить, а во что нет. Она считала, что религия – это пережиток прошлого, который нужно искоренить. И она использовала для этого все средства, от пропаганды до репрессий. Но опыт показал, что такой подход обречен на провал. Нельзя заставить человека верить или не верить. Нельзя запретить религию силой. Можно лишь загнать ее в подполье, но не уничтожить. Свобода совести – это неотъемлемое право каждого человека. Право выбирать свою веру, свои убеждения, свой жизненный путь. И любое государство, которое посягает на это право, рано или поздно сталкивается с сопротивлением. Эпилог. Что стало с людьми? Что стало с теми, кого депортировали весной 1951 года? Какими были их дальнейшие судьбы? Многие остались в Сибири. Они построили там дома, обзавелись хозяйством, вырастили детей. Сибирь стала их новой родиной. Некоторые из них живы до сих пор, уже глубокие старики, которые помнят ту страшную ночь 1 апреля 1951 года. Некоторые вернулись на родину, на Украину, в Молдову, в Прибалтику. Но вернулись уже совсем другими людьми. Ссылка изменила их, закалила, сделала сильнее. Они пережили то, что многим не пережить. И они выжили. Дети, родившиеся в ссылке, выросли и разъехались по всей стране. Некоторые из них остались верны религии своих родителей, стали активными свидетелями Иеговы. Другие отошли от веры, выбрали свой путь.
Но все они несут в себе память о том, через что прошли их родители. В последние годы в разных странах бывшего СССР устанавливаются памятники жертвам депортаций. Открываются музеи, издаются книги воспоминаний, проводятся конференции. Историки изучают архивы, восстанавливают имена депортированных, реконструируют события тех лет. В 2011 году, к 60-й годовщине операции «Север», в Молдове была издана книга памяти депортированных свидетелей Иеговы. В нее вошли имена всех высланных из республики, их фотографии, биографии, воспоминания. Это важный документ, свидетельство того, что эти люди жили, страдали, верили. Постепенно история операции «Север» становится известной широкой публике. О ней пишут статьи, снимают документальные фильмы, рассказывают в школах и университетах. Это важная часть исторической памяти, память о репрессиях, о несправедливости, о стойкости духа. Операция «Север» закончилась 73 года назад. Уходят последние свидетели тех событий. Скоро не останется никого, кто мог бы рассказать об этом из первых уст. Поэтому так важно сохранить память, записать воспоминания, передать эту историю следующим поколениям. История депортации свидетелей Иеговы – это не просто история одной религиозной группы. Это часть большой и трагической истории советских репрессий. Истории о том, как государство боролось со своими гражданами, как оно пыталось сломать людей, заставить их отказаться от своих убеждений. Но это еще и история о том, что человеческий дух невозможно сломить. Что вера, любовь, надежда сильнее любого насилия. Что даже в самых страшных условиях люди остаются людьми, помогают друг другу, поддерживают, не теряют достоинства. 8576 человек были депортированы в 1951 году. 8576 судеб было искалечено. Но эти люди не сломались. Они пережили депортацию, пережили ссылку, пережили все испытания. И их потомки живут сегодня, помня о подвиге своих дедов и прадедов. Это история о силе человеческого духа, о вере, которая помогает выжить, о том, что никакая власть не может отнять у человека главное – его убеждения, его достоинство, его душу. Это история, которую нужно помнить. Потому что те, кто забывает историю, обречены повторить ее ошибки. Потому что только помня о прошлом, мы можем строить лучшее будущее. Будущее, где не будет места репрессиям, где будет уважаться свобода совести, где каждый человек сможет свободно исповедовать свою веру. Операция «Север» осталась в прошлом. Но уроки, которые она преподает, актуальны и сегодня. И будут актуальны всегда.